Так, откручиваем верхний болт крепления суппорта. Болт открутили. Откидываем суппорт. Убираем колодочки. Так, это была внешняя. Там у нас внутренняя. Колодки вообще почти как новые. Поменяем их местами. Это будет внутренняя, это будет внешняя. Суппорт, в принципе, ходит, не закисший. Но направляшки все-таки, я думаю, надо смазать. Состояние направляющих. Сейчас смажу, почищу все. Для того, чтобы смазать направляющие, использую вот такую смазку для направляющих марки Сейкин. По идее, это то же самое, что и тойотовская смазка. Она розового цвета. Наношу по всей длине смазку на направляющую. И вставляем направляшку внутрь суппорта. Так. В принципе, здесь можно буквально покрутить направляющую, чтобы смазка внутри распределилась равномерно. Не претендую на истину, но я делаю так. Закрепим верхний винт. Нацепим. Открутим нижнюю направляющую, почистим там и соберем все в обратной последовательности. Состояние нижней направляющей. Смазка есть, направляющая ходила, но новая явно не помешает. Так, очистили направляющую. Также наносим тонким слоем. Накинем винт, точнее не винт, болт. Также чистим колодки в местах соприкосновения с суппортом крепления. Брызнем немного медной смазки. Накинем противоскрипные пластины. Колодка очищена. И устанавливаем ее на место. Итак, колодка установлена. Противоскрипная пластина установлена. Закрываем суппорт. Так, все готово. Тормоза смазаны. Все крутится, все вертится. Ничего не должно закисать, подкисать.